Приветствую вас на канале Техревизор. Есть у меня 5 лучших беспроводных зарядок под смартфон, умные часы, наушники, для тех, кому не хочется возиться с проводами и тыкаться в зарядный разъем. Подобрал разные модели разного форм-фактора с разной скоростью, мощностью зарядки и возможностью заряжаться от одного смартфона до 3 устройств одновременно. Найдется зарядка и для сугубо яблочных юзеров, и для самсунговских, и для сиамишных, и в целом универсальная под любой бренд. Ниже в описании и в закрепленном комментарии оставил ссылки на каждое устройство, где можно узнать актуальную цену, почитать отзывы, ответы на вопросы. Можете перейти, если заинтересует. Не придется искать по всему интернету нужную модель. А сейчас только прошу поставить лайк, подписаться на канал и начнем рассматривать участников. На 5-м месте рейтинга Xiaomi Mi Wireless Charging Stand. Самая доступная беспроводная зарядка вот в таком вертикальном формате а-ля подставки. Подойдет для тех, кто хочет только попробовать такого типа зарядку или взять что-то максимально простое без лишнего функционала, чтобы удобно было подзаряжать смартфон. Хотя, если постараться и подобрать позу, можно и какие-нибудь наушники зарядить. Внутри есть 2 катушки, которые, собственно, и позволяют передавать заряд на устройство. Тут главное правильно поставить телефон или наушники, чтобы они как можно ближе находились к этим катушкам и получали максимум энергии. И если с каким-нибудь смартфоном проблем не будет, то расположить наушники относительно катушки, которая даже не видно, не самая простая задача. Надо пробовать. Хотя за такие деньги спасибо, что их 2, а не одна. По совместимости с брендами. В первую очередь понятно, Xiaomi. Тут без лишних слов и вопросов. Эти смартфоны получают максимум мощности 20 Вт. За счет этого обычная батарейка на 5000 мАч заряжается чуть меньше 2 часов. Apple же со своими особенностями получает только 7,5 Вт. И это не проблема Xiaomi стенда. Apple в принципе больше 7,5 Вт может получить только от своих оригинальных зарядок. Но все же есть совместимость для яблочных по стандарту QI. Уже неплохо. Samsung же получают около 10 Вт мощности, как и Huawei. Конечно, быстро подзарядиться не получится, но на ночь кинуть очень удобно. Только учитывайте, что к этой зарядке еще нужно докупить блок питания ватт так на 30-40. А то 10-ваттный блочок, конечно, не выдает максимум мощности даже для Xiaomi. 4-е место занимает Besius One 3 в 1. Тоже недорогая зарядка на 20 Вт, но другого форм-фактора. Для тех, кому нужно на ночь ставить заряжаться и смартфон, и часы, и наушники. Уточню, тут тоже нужно докупить блок питания на те же 30-40 Вт. Это, в принципе, загвоздка большинства беспроводных зарядок. Почему нужен БП мощнее самой зарядки? Если коротко, любая беспроводная зарядка теряет в КПД около 25-35% мощности. Это не провод, который на пару процентов отстает. Поэтому, чтобы дать этому лебедю 20 Вт, нужен блочок хотя бы на треть мощнее. Итак, надыбав блочок, какие устройства тут мы подключаем? На зарядке есть 3 места. Одно железно под часы. 2 других можно использовать либо для 2 телефонов, либо для телефона и наушников. На левой ветке, как и на правой, есть магнит, к которому крепится смартфон. Скажу сразу, это очень неудобно, если вы хотите тыкать в телефон во время зарядки. Листать ленту, набирать текст – не вариант. Максимум включить видео или музыку, хотя в целом просто кинуть все свои гаджеты на ночь вообще без проблем. Для быстрой зарядки этот Besius тоже не годится. Apple берет свои 7,5 Вт и заряжает смартфон пару часов. AirPods и Watch тоже не 40 минут с 0 до 100 делают, сами понимаете. Какие-нибудь Xiaomi, Samsung, OnePlus, Infinix, Tecno, Vivo, много перечислять можно. Все совместимы с этой зарядкой. На вопрос, а именно мой такой телефон зарядка поддерживает? Ответ такой, только если в вашем смартфоне поддерживается беспроводная зарядка. А то, пока собирал рейтинг, заметил, что у людей это один из самых часто задаваемых вопросов. На 3-м месте зарядка для приверженцев Samsung. Модель EP P6300. Само собой подороже за счет бренда, но для некоторых выглядит выигрышно за счет форм-фактора типа такой пластины-коврика, где-нибудь на рабочем столе или на прикроватной тумбочке. Помещается на ней 3 устройства – телефон, часы, наушники.
Скажу сразу, строгого ограничения по совместимости с брендами нет. Можно ставить любое устройство на зарядку, которое только поддерживает беспроводную, поэтому не обязательно иметь именно самсунговские гаджеты. И яблочное такое себе берут, и другие андроиды всех марок. Только с часами смотрите на разъем для зарядки. Тут же не каждое подойдут, а только те, что вот так в кружочек садятся. Для каждого устройства есть по 2 катушки, чтобы можно было просто кинуть устройство и не выискивать то самое место, где заряд будет лучше всего передаваться на наушники, смартфон или часы. Конечно, в идеале бы магнит на каждое место, но такая опция есть только для смарт-часов. В плане мощности зарядки тут вообще скукота. Всего 9 Вт выдает Samsung EP6300. Впрочем, для Apple, как мы уже знаем, хоть 20, хоть 9, неважно. Все равно по итогу только 7,5 Вт получается. Samsung, конечно, все 9 забирает. Ну и всякие другие андроиды тоже без проблем около того получают. Из приятного. Не нужно докупать блок питания. Тут в комплекте идет фирменный блочок на 25 Вт, который сразу из коробки запитывает зарядку. Так что в этом плане Samsung не зря стоит подороже. Элементарно не придется ничего докупать. Достал и сразу пользуешься. На втором месте стоит Xiaomi 50W Wireless Charging Stand. Еще один вертикальный стенд от Xiaomi, только уже на целых 50 Вт. На самом деле не каждый смартфон комплектуется таким блоком питания для проводной зарядки, а тут беспроводная на целых 50 Вт. Выглядит ну прям стиль, скажите. Да, заряжает только один смартфон и ничего больше. Но зато как эстетично вписывается в интерьер. В целом, этот девайс я бы посоветовал только владельцам сиамишных флагманских или около того смартфонов. Во-первых, потому что у вас уже будет подходящий БП хотя бы на 67, а желательно и на все 120 Вт. А это тоже денег стоит, несмотря на сравнительно низкую цену самой беспроводной зарядки. Во-вторых, эти самые 50 Вт по беспроводу доступны только для Xiaomi. Не то чтобы китайцы зажали, не совсем. Просто что Samsung, что Apple, Infinix, Huawei и так далее по списку элементарно не поддерживают такую мощность. По крайней мере, в большинстве своем. Хотя даже не считая ту пару флагманов, например, Honor Magic 6 Pro с максималкой в 66 Вт, Oppo Find X7 Ultra и OnePlus 12 с 50 ваттами. Никто из них все равно не получает полтос из этого стенда. Поэтому Xiaomi и только Xiaomi. Вот этих ребят стенд заряжает с 0 до 100 меньше часа. Но такая мощность все-таки требует жертв. Нагрев никто не отменял. Чтобы хоть как-то с ним бороться, внутри есть небольшой вентилятор для охлаждения пыла. Он свою лепту вносит, и смартфон, и зарядка не перегреваются. Но все-таки ценой шума, который ну никак не даст вам спокойно спать, если зарядка будет стоять рядом с кроватью. На рабочий стол, в офис или гостиную, пожалуйста, но не по духам. На первом месте топа Belkin Boost Charge Pro 3 в одном. Зарядка, которую можно посоветовать фанатам Apple со всеми их гаджетами, хоть последнего поколения, хоть поколения постарше. Дорогая, но думаю, яблочным не впервой. Зато и качество на высоком уровне. Все по канонам. Переплаты за воздух почти не ощущается. Внешнее устройство выглядит добротным. По ощущениям хорошо собрано из приятных материалов. Ну, прям как надо, ничего не скажешь. Итак, вот зарядка на все 3 девайса с мощностью 15 Вт. Да, не 50, как для Xiaomi, но все же. И это, наконец-то, случай, когда устройства получают приблизительно свои 15 Вт. Поэтому скорость зарядки для Apple'овских девайсов тут не ограничена 7,5 Вт. Watch заряжается слегка помедленнее, чем от провода, 2 часа, а на батарейку 3,5-4 тысячи мАч нужно около 3 часов. Немного быстрее обычного блока питания на 5 Вт. Уточню, что если ставить все 3 устройства сразу, мощность немного падает, а время зарядки увеличивается. Из приятного. В комплекте уже идет нужный блок питания. Хотя за такое количество денег по-другому и быть не могло. Только, скорее всего, блочок будет не европейским, почему придется подключать переходник. Но это уже от рыночной версии зависит. В любом случае, мороки меньше. Купил и пользуешься. По итогу получается, что если у вас целый набор устройств от Apple и хочется просто без лишней суеты купить качественную беспроводную зарядку мощностью больше 7,5 Вт, можно немного доплатить и взять вот этот Belkin. Хорошая сборка, приятные материалы, нормальная скорость работы и поддержка зарядки смартфона, часов и наушников одновременно. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.